Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Взрослым о взрослых», и я, Михаил Лобковский. Сегодня у нас необычный вечер. XXL. Вот я помню, когда я последний раз видел эту, аббревиатуру. Мария, вы когда видели? Здрасте. Добрый вечер. На футболке. На футболке. Я видел на футболке, а еще и в аптеке на презервативах написано XXL. Но у нас ни то и ни другое. У нас первое, конечно, ближе по теме «Взрослым о взрослых». Да. У нас большая двухчасовая программа, поэтому ее так ласково назвали XXL. Она будет состоять из ответов на вопросы. А я сейчас думаю, Михаил, какие мы же разные. Я на футболке, а вы на презервативах. Кто нас тут смотрит, да, Мария? Как говорили в моем детстве, в меру своей испорченности. Нет, как-то даже неловко я теперь. Я похудел, я уже на XL смотрю, я уже на 2XL футболки уже не смотрю. Надо сказать, что слушатели в течение 2 последних недель присылали вопросы специально для этого вторника. Вторник XXL. Ночами не досыпали, писали вопросы. И у нас их, по-моему, какое-то нереальное количество. Сколько там мы отобрали? 50. 50. Спасибо, дорогие слушатели. Не было каких-то проблем, теперь будем отвечать на вопросы. Ладно. А можно вы начнете? Давайте, Михаил, вот что нам прислал Артем. Артем пишет: мне 31 год, и в семье у нас очень теплые и близкие отношения, однако в последнее время сын, когда сильно рассердится на нас, начинает нам с женой угрожать. Обещает перерезать горло ножом, сбросить на нас бомбу, сбить с ног или просто побить. Предлагает нам выброситься из окна. Иногда, если совсем распсихуется, то бросается на нас с кулаками и кусается. Откуда это могло появиться, представить себе не можем. Дома боевики не смотрим. Мы с женой довольно спокойные и уравновешенные люди. И никогда не скандалим. На детей даже голос стараемся не повышать. А только, как вы выражаетесь, в попу целуем. А с другими детьми сын не конфликтует. Воспитатели в детском саду очень хвалят мальчика. Вопросы, как понимать такое поведение. И с чем может быть связано, и как правильно реагировать на такие вспышки ярости у ребенка? Интересный вопрос. Дело в том, что Артем нам не пишет, сколько лет ребенку. Нам приходится только гадать. Если Артему 31 год, сколько может быть? Допустим, 5-6, там детский сад указан. Смотрите, Артем вот что описывает. Он описывает приступы ярости и агрессии у ребенка, который ребенок выражает дома. Почему дома? Потому что дома дети себя чувствуют более расслабленно. Все-таки в саду они в напряжении находятся. Приходится считаться, что ты в саду не один, и кругом чужие люди, которые тебе самому могут настучать по голове. А дома нет. Если Артем боится, что ребенок это претворит в жизнь, горло перережет, бомбу сбросит, что там еще написано? С ног собьет, да и просто побьет. Да. То Артем должен взять ребенка, пока он еще маленький, и отвезти его к детскому психологу и спросить, почему у моего ребенка такие вспышки ярости. А чего смеетесь, Мария? Не смешно. Вот был бы у вас такой ребенок бы. Просыпаетесь ночью, а перед вами нож. Я не ребенок спрашивает, смеюсь, как ты хочешь? Просто довольно смешно. Горло перерезать или просто побить? Нет, шутки шутками, но приступ ярости и агрессии – это проблема. И с этой проблемой нужно идти к детскому психологу. Если этого маловато будет, то, может быть, и психоневрологу. И выяснять, откуда у ребенка такие... Даже не сколько откуда эта роль не играет. Что с этим делать? Мне приходилось видеть. Я вам прям конкретный пример могу привести. Детские приступы. Ребенку было то ли 9 лет, то ли 10. У него было все тяжелее. То есть он по поведению еще имел проблемы с социопатией. Это очень тяжелое заболевание. Пришла с ним мама, села и стала про него рассказывать. Как ей тяжело с ним, как плохо, как он там начинает истерить, может разбить окна, зеркало, посуду, кидаться предметами и так далее. Он это все слушает. Потом встает со стула и ей прямо в пах с ноги ботинком и побежал на улицу. Мать со стула вообще упала. Еле догнали. Не хочу сгущать краски, просто вспомнил случай из практики. Приступы ярости и агрессии – это приступы ярости и агрессии. Ими надо заниматься. И, насколько я понимаю, они не всегда связаны с поведением родителей, как волнуется Артем. Нет. Это у этого мальчика, который приходил в консультацию, мама вообще божий одуван. Тихо разговаривающая женщина.
Это какая-то проблема, связанная с психологией ребенка. Но вот для этого есть специалисты. Я все-таки не настолько детский психолог, чтобы отвечать на такие вопросы. Советую обратиться по адресу. Дальше Алина нам пишет. Мне 18 лет. Дело в том, что я влюбилась в своего двоюродного. Кого двоюродного? Да брата, наверное. Который старше меня на 5 лет. С сердцем я хочу с ним больше, чем родственные отношения. А головой понимаю, что это глупо. Я запуталась. Как мне себя вести в этой ситуации? Вам себя вести, Алина, ответственно. Дело в том, что, с одной стороны, закон не препятствует, например, вступлению в брак двоюродным родственникам, а с другой стороны, генетики имеют опасения, что если будут дети, у них могут быть уродства. Короче говоря, я не знаю, что с этим счастьем вашим делать тяжелым, но вы можете пообщаться на эту тему с генетиками. А насколько вообще, какие перспективы таких отношений. Почему я так говорю? Вы же не пишете там ни о браке, ни о деторождении, но вам 18 лет, и в голове у вас только «люблю, не могу». Но так как вы уже совершеннолетняя девушка, то последствия могут быть разные. Поэтому вы молодец, что вообще пишете об этом. Вам надо выяснить у врачей, которые занимаются как раз генетическими проблемами, они так и называются, врачи генетики, какие последствия могут быть от связи таких родственников. Вот такая вот история. Следующий вопрос у меня про алкоголизм, без подписи, скорее всего, слушательница. Это наши любимые, да, Мария? Ну, похоже на это, Михаил. Мой муж выпивает каждый день пиво после работы. Причем, если с парой кружек переберет, даже память выключается. Не часто, но все-таки такое бывает. Крепкие напитки обычно он не пьет, потому что вырубает его очень быстро. И пьет, получается, каждый день недели. При этом он соглашается, что нужно все менять. Мы ездили к бабушкам, ставили иголки. Эффект недолгий, то 2 недели, то 3 дня. И утверждает, что пить не хочет, ему надоело. А вечером ноги сами несут в магазин за пивом. При этом я вижу, что с его стороны никаких усилий не принимается как-то занять себя чем-нибудь и прочее. Подскажите, пожалуйста, куда бежать с такими событиями, кому обратиться за помощью, жалко человека и люблю его, или эта помощь совсем ему не нужна? Но помощь с вашей стороны ему точно не нужна. Это ваш муж, поэтому он уже большой мальчик. Более того, он знает, что у него алкоголизм. Он ходил лечиться. Ну, как лечиться? Бабкины иголки, конечно, это далеко от лечения. Вот. Поэтому это уже его дело. Будет он лечиться, не будет. Для этого, кстати, если вам интересно, дорогие пьющие друзья, алкоголизм лечат, ну, все думают, что наркологи. Ну, обычно да. А обычно, на самом деле, психиатры. Психиатр с уклоном в наркологию, я бы так сказал. Потому что это зависимость. Потому что там не только зависимость. Во-первых, там депрессия огромная. Сам механизм алкоголизма связан с тем, что когда человеку тяжело, плохо, больно и так далее, он пьет и его отпускает. Поэтому здесь психиатр снимает и депрессивный фон, и состояние вот это вот невыносимости реальности и так далее. Плюс там еще задействованы другие специалисты, там пьют, да, прописываются, например, протекторы печени, ну и так далее. Какой алкоголизм у мужа? В основном пивной. Когда человек пьет каждый день и не может от этого избавиться, и ходил к бабкам, и еще, так сказать, это никак не помогло, конечно, это алкоголизм. Что делать жене? Это она решает, что ей делать. Но ей что не надо делать? Ей не надо заниматься проблемами мужа точно. Не надо его водить по врачам, говорить, что у нас проблемы. И надо решить, что ей самой с этим совсем делать. Я имею в виду с мужем. У меня все. Тогда следующий вопрос от вас. Почему от меня? От Нины вон. Это была как раз Нина, 34 года из Сочи, да. А у меня много выпусков передач. У вас много. Я ж как ребенок, Мария, вы сказали вопрос от вас, я и стал от себя читать. Это вопрос Анастасии Владимировны Добренковой. Да, у нас много... У вас, сейчас 4-го раза я скажу правильно, у вас много выпусков передач и эфиров, связанных с детьми и школе. Видимо, в школе. И очень мало о детях в детском саду. В нашем случае вопрос именно про детский сад. Скажите, пожалуйста, как относиться и воспринимать слова воспитателя о том, что ваш ребенок балуется? Мария, балуется или балуется? Как правильно?
Ударение — это не моя фишка. Но ладно. обычно, если баловать, то это как бы очень любя. А если балуется, то это уже наоборот. На утреннике 2Н, 2К участвует в сценке и ведет себя не очень педагогично. Ребенок, ну, конечно, такой маленький, а уже не педагогичный. К детям уже в саду такие требования, чтобы спокойно, чтобы слушалось и не баловалось, как быть родители. Как к этому относиться? Спасибо, Анастасия. Родители переживают, относиться к этому плохо. Мы медленно, но верно возвращаемся, видимо, в тоталитарную историю. Как-то я один раз шел по улице Студенческая, а там находится школа. У нас в Москве есть 4 школы, принадлежащие Академии наук. Ну вот, и там обычно какие-то научные разработки всякие. И тут тоже была научная разработка. Но это были начало 80-х годов, поэтому научная разработка касалась военизации. Вот как нам показывают про Северную Корею, вот это я видел у нас в Москве, когда вышел 1 класс, ну, им 7 лет, да, с деревянными автоматами на плац, и по команде «Вынь рука» они делали всякие выпады ружьем, в общем, всякую фигню. Педагогичненькие. Педагогично. Выпады. Вот я чувствую, что мы туда-обратно возвращаемся. Конечно, ребенок не может себя вести так, как от нее хочет стрёмные воспитатели, стоять по стойке смирно, в строю и так дальше. Более того, не только он не может себя так вести, вы не можете от него это даже требовать. Это даже нельзя требовать-то в школе, какой нафиг детский сад. Поэтому, если там совсем все тяжело, то надо, видимо, искать ребенку другой детский сад. Вот все, что я могу Анастасия Владимировна Добренкова сказать. Сергей, 35 лет, пишет нам. Иногда мешают жить мысли о том, что к своим годам я сделал меньше, чем мог. И в ту же копилку, что сейчас делаю, тоже немного. Семья, быт, дети, семья, быт, дети. Думаю, что когда дети подрастут, будет больше времени на себя. То есть реально все хорошо, но не хватает времени на себя и на свои хобби. Как перестать себя упрекать и как не думать, что раньше был каким-то ленивым, что ли, а сейчас нет времени на все, что хочется? Ну, для этого надо избавиться от тревожности. Дело в том, что жизнь не состоит из того, что вы все время что-то пытались в нее впихнуть как можно больше. Это вообще странная идея. Она не для этого существует. А в чем ваша проблема? У вас есть семья, у вас есть работа, но вам не живется. Вам всеми кажется, что вы что-то не добираете. Такое вполне себе депрессивное сознание. Укоряете, что раньше были ленивые. Ну, короче говоря, вам надо эту проблему решить, потому что как бы вы ни жили, это ведь ваш выбор, это ваша жизнь так выглядит. Поэтому вам надо ее принять. А то, что у вас не получается принять, это тревога. Вот избавиться от тревоги вы можете или сами, или с помощью, например, психологов. Анна. Как вы относитесь к планированию своей жизни, составлению письменных планов на будущую жизнь в отношении личной жизни, карьеры, семейных отношений? Или лучше не планировать и пустить жизнь на самотек? Ну, Анна, что тут скажешь? Кто может не планировать? Эти счастливые люди, они так не планируют. А большинству людей требуется план, который его, человека, структурирует. Например, когда вы все время откладываете дела на потом, вам нужен план. Например, вы человек ленивый, как вы сами про себя думаете. И вы все время не знаете, что вам делать, например, вечером после работы, и маетесь от одиночества. Вам нужен план. У вас есть какие-то цели и задачи, но в России какая главная цель финансовая, например? Выплатить ипотеку. А вы все время пропиваете все деньги. Вам, конечно же, нужен план. Как вы будете откладывать деньги на ту же самую ипотеку? Мне повезло. Я живу без плана. Мне это нравится. У вас, наверное, нет ипотеки, Михаил. Да. Я переживаю из-за этого, согласен. Все еще впереди. У меня вопрос от Анны, вопрос по поводу выбора психолога. Анна пишет: не складываются отношения с молодым человеком. Я вообще невротик, люблю поревновать без причин, иногда истерю по причине недостаточного внимания к моей персоне, и эта ситуация меня очень напрягает, даже испытываю физическую боль в области солнечного сплетения. Кому лучше обратиться за помощью, к психологу или психотерапевту, и есть ли эффективный способ подбора специалиста через интернет, поскольку там специалистов очень-очень много? Вы знаете, хороший, во-первых, вопрос, спасибо. Всегда надо начинать с психолога. Это более безобидная история, чем психиатр, которого ласково назвали врачом-психотерапевтом.
как его только не называют, и психотерапевт, и психоневролог, лишь бы не отпугивать посетителей. А так-то, конечно, психиатр. А если психолог, квалифицированный психолог, решит, что его квалификации недостаточно, и у вас проблемы, связанные с психиатрией, ну, какие-то состояния навязчивые, вот видите, получая боли в солнечном сплетении, он вас сам направит к психиатру. Ну, вы молодец, потому что, видите, вы чувствуете, что ваше состояние отравляет вам жизнь, и вы не можете насладиться счастьем от встречи с прекрасным. То ревность, то еще что-то. Ну, тут еще любопытно, что недостаток внимания так сильно телом прям переживается. Ну, конечно. А насчет интернета мне трудно сказать, потому что интернет кишит всем чем угодно. Недавно кто-то из финансистов сказал, что я не буду называть название этих порталов, где что-то продается и покупается. Вообще, говорит, шикарное поле для аферистов. Поэтому не знаю. В конце концов, есть какие-то учреждения, где все официально, где все дипломированы, лицензированы и так далее. Можете сходить в эти учреждения. Там не то, что там лучше или хуже специалисты, но они хотя бы известного происхождения. А никому, это Виктория, 35 лет, из Москвы нам пишет, никому не доверяю, считаюсь только со своим мнением. Мнение окружающих для меня неправильное, но проблемы с врачами, так как не доверяю им, и дедушка умер от врачебной ошибки. Когда что-то болит, иду к врачу, но не могу пить назначенные препараты. Кажется, что они назначены неверно, иду к другому, назначают другие, так бесконечно. В итоге что-то принимаю, но с недоверием. И страхом еще врача, которому буду доверять, найденного хватает ненадолго. Сначала доверяю, потом кажется, что опять неверные. Как самой снять эти бесконечные поиски, начать доверять врачам? Для этого надо избавиться от параноидальной проблемы. Проблемы подозрения и недоверия. Не знаю, произошло это после смерти дедушки или нет, или вы по жизни недоверчивы, но я вас уверяю, если вы хотя бы первый раз можете, вы можете продублировать, например, действия врача. Предположим, врач назначает вам терапию, вы ему не доверяете, вы открываете интернет и начинаете читать про этот препарат. И если вы считаете, что правильно вам назначили, вы его спокойно пьете. И когда вы начнете доверять, вас ждет прекрасная и счастливая жизнь. Доверять всегда легче, даже если вы потом обманываетесь. Хотя в случае с дедушкой это было уже поздно. Так вот, доверять всегда легче, чем не доверять. Не доверять — это все время бороться с жизнью и с людьми. От Анны еще одно сообщение, но уже совсем от другой. Анна пишет: прочла вашу книгу «Хочу и буду», многое почерпнула и для себя поняла, и вообще пересмотрела на вещи с другой стороны. А вопрос вот в чем. У меня нелюбимая работа, которой отдано очень много времени и сил. Сейчас хочу поменять направление деятельности, но не имею понятия, куда податься, потому что есть, во-первых, страх, а во-вторых, отсутствие в принципе мотивации в поисках работы. Как найти свой путь и как побороть страх в этом? Ну, во-первых, у Анны может быть такая история, что не эта работа ей не нравится, она вообще не хочет работать. К сожалению... Вот тут же, видите, иногда работать не хочется, а деньги откуда-то надо брать. А да. Ящичка такого волшебного нет. Родственники, да, не оставили, двоюродные. Дедушка подкачал, да? Да. Что я хочу сказать? К сожалению, в нашей стране еще есть мелкие недостатки. Один из них, Мари, это когда некоторые женщины в нашей стране реально не хотят работать. А второй из них — пенсионная система, которой нет. Вот, да, поэтому лучше работать, чем не работать. Так вот, тем не менее, если вы не знаете, чем вы хотите заниматься, то это вопрос вообще непонимания своих желаний. И вам для этого нужно, чтобы понять свои желания, с этим поработать отдельно. То есть стараться делать то, что вы хотите, во всех мелких вещах, связанных с едой, с одеждой, с образом жизни. И когда вы научитесь делать только то, что вы хотите, но надо очень сильно постараться, вы постепенно поймете, что вы хотите по поводу работы. Ну, если, конечно, вообще хотите как-то работать. Ну, то, что касается страха, там другая ситуация. Вам надо просто что-то делать. Помните, как было на кроссовках написано? Just do it. Просто сделай это. Потому что еще Шекспир сказал: мысль делает нас трусами. Надо не говорить, не думать, а просто взять и сделать. Страх отступит тут же. У нас еще время есть? У нас есть время, и ваш вопрос. Елена из Волгограда.
Елена пишет, что мне 58 лет, есть СДВГ, то есть мне трудно все время быть внимательной, сосредоточенной, а дочь, ей 34 года, просит посидеть с детьми, которым 2 и 5. И она просит посидеть, когда выйдет из декрета. В садик их отдавать нельзя, так как им не делали прививок, на няньку нет денег, ипотека. На мой отказ сильно обиделась, а мне от перспективы в течение 10 лет быть зависимой хочется повеситься. Дочь этого не понимает, говорит, что все бабушки сидят с внуками, как мне выйти из этой ситуации без конфликта с дочерью? Вы знаете, никак. Без конфликта вам не выйти. Дочь говорит неправду. Не все бабушки сидят с внуками, большая часть уже не сидит с внуками. Почему раньше сидели, возникает вопрос. Я вам объясню. А то, что жили в одной квартире. Людям негде было жить. Люди жили в бараках. Жили в бараках 3-4 поколения. То есть прямо начиная с прабабушки и кончая правнуками. Вот она и сидела. А что, она в этой же комнате находится. Сегодня все живут раздельно. И вы можете, конечно, попросить свою маму посидеть иногда, когда вы захотите там в отпуск уехать или в кино пойти. Но сказать, что все сидят, это неправда. Александра из Красноярска, 33 года. Ваши правила гласят, одно из них — не отвечать, когда не спрашивают. А что говорить или как реагировать, когда девушка о чем-либо намекает? Например, девушка мне в ходе разговора говорит, что она голодная. Могу ли я предложить ее накормить? И не будет ли это расценено, что я оправдываюсь? Ну, конечно, это будет мною расценено, что вы оправдываетесь. Слушайте, друзья мои, я понимаю, вам тяжело так жить с этими правилами. Я вам кое-что хочу объяснить. Эти правила для тех людей, которые страдают от неврозов серьезно, у которых серьезные психологические проблемы. Им плевать уже, что девушка подумает об этом. Им надо избавиться. А вот это 4-е правило, не отвечать, когда не спрашивают, оно сложное для выполнения. Потому что, нет, вы там не должны молчанку играть. То есть вы можете что угодно говорить. Там вот в чем проблема. Вы не можете комментировать и оценивать чужую речь, если к вам не обращаются с вопросом. Но бывает ситуация, когда вам тема интересна, или вам нужна информация. Тогда вы можете спросить, например, ты хочешь есть? Но если вы не спрашиваете, вот я сейчас объясню, в чем здесь механизм. Смотрите, как выглядит этот диалог. Я девушка. Я говорю: что-то, Михаил, я голодна. Я молчу. Девушка думает, вот скотина, вот жлоб, а? И, скорее всего, это наше последнее свидание. Но моя задача... Ой, Михаил, что-то так есть хочется. Какое небо голубое, говорю я. И тут я думаю, что вы вообще-то черствый человек. Можно я объясню? Хотя я-то сама попросить вас не могу, покормить меня. Почему, вы гордая? Я сытая в данном случае. Смотрите, какая история. Это интересно, что вы об этом прямо уже в лицах разыграли. Дело в том, что это и есть моя проблема. Как невротика я очень тогда завишу от того, что вы обо мне подумаете. И я быстрее паровоза бегу сказать: да, побежали, быстрее есть. Типа я хороший, да? Я все понял, намеки. Вот. У меня был такой давным-давно эпизод смешной, когда одна девушка, проходила мимо магазина. Я просто живу в этом районе. Гардероб есть такой известный магазин. И говорит: какое красивое платье. Уже утром она сказала: я так сразу еще вечером поняла, ты не мужик. Я говорю: я тоже обратил внимание. Ты про платье, что ли? Вот. То есть я должен был что сделать с собой? Я должен быть абстрагироваться от того, что она обо мне думает. Вот эта проблема у невротиков, они очень зависят от мнения окружающих. А смысл 4-го правила, чтобы о тебе думали все, что хотят, но твоя задача крепко стоять на ногах и быть независимым от чужого мнения. Поэтому молчать. Бывает ситуация, когда, не такая, например, вот если бы, Мария, вы были бы, например, 3-летним ребенком, я бы спросил тогда, что над ребенком-то издеваться зря? Типа: доча, ты что ты хочешь поесть? Ты что-то поесть хочешь? Тогда можно. А когда взрослая девушка говорит: я голодная, причина очень простая. Она же гордая. У нее свои тараканы в голове. Она может сказать: я хочу есть. Пошли поедим. Или покорми меня. Пожалуйста. Но она этого не делает. Она именно намеки. То еда — это фигня, Мари. Когда зависает у свадебного салона на 2 часа. Когда, как лошадь вкопанная, встают у ювелирного салона на 3 часа. Или говорит так: какое кольцо красивое с бриллиантами.
Вот тут промолчать бывает нелегко. Но если вы не хотите, чтобы вы были невротиком, тревожным, и все время думали, как она обо мне думает, что она обо мне думает, я хочу быть хорошим, вы бы должны промолчать. Вот так. Поехали дальше. Следующий вопрос от Евгения, очень короткий, информации немного. Михаил, что мне делать, если мой друг меня ненавидит? Вам надо понять, что, видимо, он вам не друг. Помните, как в фильме «Добро пожаловать»? Так Инночкин потерял друга. Друг не может вас ненавидеть. Он или друг, или ненавидит. Если ненавидит, скорее всего, он не друг. Просто идите дальше. Маргарита из Калининграда. Здравствуйте, Михаил. Нормально ли чего-то хотеть без причины? К примеру, мне хочется приехать в другой город. Причины для переезда нет. Просто хочу и все. Всегда ли должна быть причина для того, чего хочешь? Смешной вопрос. Я думаю, что причина есть всегда, но не всегда вы можете сформулировать. Если человек хочет уехать в другой город, то причина как минимум мне бросается в глаза. Ему, нравится больше в другом городе, и, ему меньше нравится в своем городе. Кстати, Калининград – это один из моих любимых городов. Так вот, это и есть причина. Мне хуже в этом городе, лучше будет в другом. Но, когда вы хотите беспричинно, вам кажется, что это вот просто так. Просто так у нас, говорят, только кошки родятся, а у вас есть причина. Мария. Андрей, 35 лет. Пытался сам 3 года с прошлым разбираться, но не получилось. Раньше было так, что прошлое не отпускало и давило. А я все время думал, что раз раньше была нищета, то и жить в достатке невозможно. Так и с личными отношениями. Обратился к психотерапевту, видимо, начался психоанализ, и на пару месяцев меня как будто погрузило во мрак. Постепенно состояние стало проходить, но иногда бывают вспышки каких-то обид. Нормально ли это при психотерапии? Ну да, конечно, нормально, потому что вы же, видимо, не до конца долечились. В процессе все это продолжается, может быть, в менее выраженной форме, не так часто и так далее. Но вот когда совсем вас отпустят, будете считать, что терапия прошла успешно. Наталья. 12 созависимых отношений. 12 лет созависимых отношений. Прошу прощения. 12 лет созависимых отношений. Он жуткий манипулятор с кучей комплексов. Вынудил его на брак. Вообще любопытно, что манипулятор да, кто из них манипулятор? Да, он манипулятор, а я его вынудил, да. Сама же подала на развод по итогу, поняв, что от его поведения просто схожу с ума. Неуважение, измена, вранье. Он долго сопротивлялся, разводиться не хотел. Ну, вы прям постарались, я смотрю, Наталья. В итоге прошло более чем 1,5 года, я все ежедневно веду с ним диалоги в голове, как от этого избавиться, простить и отпустить, так сказать. Кого простить? Алло, Наталья, вы же сами заставили парня жениться на вас. Зачем же его прощать? Короче, проблема у вас серьезная. Вы выраженный невротик. Почему вы его насильно женили? Для того, чтобы потом пострадать от этого. Потом, когда стало еще хуже, вы развелись. А дальше не хватает этих эмоций, вот этих обид. Поэтому вы сами у себя их провоцируете в голове. Это очень неприятная история. Вот, кстати, вот эти правила мои, о которых сегодня упомянули про 4-е, они очень эффективно помогают от этого избавиться. Поэтому дело не в том, кто тут манипулятор, а дело в том, что у вас проблема, ее надо решать. Идите к психологу. Людмила хотела бы не оглядываться в прошлое, если бы не синдром незавершенных отношений. Как внутренне прекратить внутренний диалог? Пожалуй, вот так. Там еще есть продолжение и от боли. Что от боли, не очень понятно. Ну, вот они, между прочим, с Натальей близнецы-сестры. У них одна и та же проблема. Как это вообще весь механизм выглядит? Ребенок привыкает к страданию в детстве, обычно за счет поведения взрослых. И его психика, когда испытывает потребность кого-то любить, она одновременно испытывает потребность от этого страдать. Так как большинство людей на Земле хотят любить, они автоматически, как помните, был новогодний набор. В идеале, помните, был прекрасный монолог. Любить — это значит страдать. Да. Это прекрасно. Страдать, да. Он любит ее телесно, но он не любит ее духовно. А любить — это значит страдать. Фирма Ташков и Ташков. Точно. Там был Ташков. Фирма и Мышкина. Точно, да. Значит, что я хочу сказать, друзья мои. Вот этот трагический механизм
касается миллиардов людей на Земле. Люди не понимают, почему им так больно, почему, когда они любят, они страдают, как в этом диалоге из Вуди Аллена. Вот поэтому, потому что они к этому привыкли с детства, любя своих родителей, получая от них то, что заставляет их страдать, и это стало их потребностью. Когда человек отнимает у тебя, как наркотик, да, у тебя, как у наркомана, начинается ломка, ты входишь в эти монологи, диалоги, вспоминаешь отношения, потому что потребность страдать никуда не делась. Вот психология помогает решить эту проблему. Поехали дальше. Анна. Цель моей жизни, моя самая главная мечта – это создать семью и завести детей. Встречаюсь уже 3 года с парнем, который не собирается со мной съезжаться. Парень живет с мамой, зависим от нее, удовлетворяет все ее капризы и обеспечивает. И она ему, знаете, как настоящая жена. Чувствую, что это так продолжаться больше не может, и я страдаю в таких отношениях, так как они не удовлетворяют моей главной потребности в создании семьи. Отношения не развиваются, и мне это не нравится. Но я его люблю. Михаил, как вы считаете, это зависимость, и что мне делать? Как вырваться из этого круга? Закончится ли все хорошо? Если это зависимость, как ее оставите без вреда для здоровья? Тут еще проблема в том, что она под воздействием стресса склонна к экземе. Смотрите, конечно, это зависимость. А еще мне нравится такая история. Смотрите, главная мечта — создать семью и завести детей. Поэтому я 3 года убиваю на человека, который не собирается делать вообще ничего. Как вы это объясните? Я объясню так. Вы хотите полететь на море в Сочи. И покупаете специально для этого билет на самолет на Чукотку. Вот примерно так это выглядит. Тогда вопрос, действительно ли хочется лететь в Сочи? Хочется, но не получается. Если брать билет на Чукотку, то... Да, вряд ли вы попадете в Сочи. Это наш ответ Анне просто. Конечно, с парнем надо быстро завязывать. Притом, что мне нравится, она еще замуж не вышла, но все ей уже не нравится. И его отношения с мамой, и отношения к ней. Никто ничего не собирается делать, и она за него же хочет замуж. Правильно, чтобы жизнь медом не казалась. Короче, дорогая Анна, найдите себе то, что хочет на вас жениться. Или хотя бы имеет те же задачи, что ли, какие-то цели в жизни. И все будет хорошо. Экзамен, если будет, она скоро пройдет. Александра, как быть, если прошлое просто не может отпустить? Слушайте, они сговорились, что ли, с Натальей и Анной? Прошлое просто не может отпустить, но не хочешь невротические отношения, по всем признакам ничего другого не хочу, или быть с ним, или ни с кем. Расстались год назад, расставание невнятное было. Так оно и сейчас невнятное. Но Александра, это редкий случай, ничего не спрашивает. А мы только что рассказывали о том, что мы не отвечаем, когда нас не спрашивают. Поэтому плавно переходим к следующему. Мария, 26 лет. Здравствуйте, Михаил. Иногда ощущение, что иду спиной вперед в своей жизни. Порой вспоминаю прошлые обиды, даже детские, например, в садике меня ударили и так далее. Что? Вы плачете, Мария? Нет, пытаюсь разобрать, что дальше. Понравился парень, решила закончу универ и вернусь к нему в город. Затем начала встречаться с другим, потому что он был похож на предыдущего. Потом начала встречаться с тем, кто, наоборот, не похож на мой прошлогодний любовный опыт. И так эти ошибки и глупости начинают составлять сюжет моей жизни. Не могу отпустить свои ошибки, думаю порой, что вот можно было бы поступить иначе. Я выросла без отца, только с мамой, и меня все чаще достает вопрос непонимания, почему он ни разу не нашел меня, папа. И как можно так поступать? Тяжело отцу от этого или, наоборот, безразлично? Хочется его найти и спросить об этом. Обид нет, но прошлое мешает и тормозит жить. Почему прошлое постоянно крутится в голове? И как понять, что стоит отпустить? И вообще, как это уже сделать? Во-первых, обида есть, она сквозит в каждом предложении. Притом обида на всех сразу. На папу, на молодых людей и так далее. Собственно, это и заставляет прокручивать в голове. Почему папа не интересуется? Дело в том, что когда, видимо, встал вопрос в вашей семье о том, что у вас будет семья, я имею в виду вашей мамы с вашим биологическим отцом, ваш папа оказался просто не готов. Так бывает. Когда мужчина, к сожалению, и женщина, хотя реже намного, оказывается не готовы к тому, что у них будет семья, что у них родится ребенок, что у них будет ответственность. И по малолетству, а обычно это бывает в раннем возрасте, не обязательно по малолетству, бывают и зрелые мужчины, они убегают от проблем. Вот поэтому
То есть они люди инфантильные, они сами дети и не готовы брать на себя ответственность. Вот поэтому папа в вашей жизни отсутствует. Но вам надо эту проблему решить для себя внутри, не прибегая к папе, для того, чтобы вас отпустило, и вы стали бы встречаться с нормальными, адекватными парнями, и у вас началась хорошая, счастливая жизнь. У нас Ольга на проводе. Да, причем это последний вопрос этого часа, но мы продолжим в следующем. Да. У нас сегодня XXL, я же забыл. Говорить будем буквально до утра, образно говоря. В следующем вопросе пенсия как раз не размера XXL. Ольга нам пишет: меня обижает, что моя взрослая дочь не помогает мне материально, а пенсия у меня 8300. XS, да, называется размер? XS, я бы даже сказала XXS. И никогда не интересуется моим здоровьем. Я 3 недели пролежала в больнице, она ни разу не позвонила, хотя знала, что я больна. Звонит только тогда, когда нужно привезти внука на каникулы. Вопрос: нужно ли мне обижаться и винить себя, что я ее неправильно воспитала? Знаете, что значит, нужно ли обижаться или винить? Это бредовый вопрос. Нужно, а если я скажу не нужно, то что? Короче, вы должны принять то, что у вас такая дочь. Принять, что у вас с ней такие отношения. Если вам нравится, что вам внука привозят на каникулы, вот пусть внука привозят, и вы с ней в этот момент общаетесь. Если вам внук не нужен, можете и так послать ее. Но обижаться смысла нет никакого, потому что она такая, какая есть, и ведет себя как может. Она вас любит, конечно, как дочь, но она никак не проявляет свои чувства конкретикой. Не задает вопросов, не интересуется здоровьем, и поэтому вам от этого, собственно, обидно. Просто примите как данность, что у вас такая дочь. Что тут скажешь еще?